Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала, с вами Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих», где есть все для того, чтобы вы могли улучшить свою жизнь. Инструменты, а вот использовать их или не использовать, слушать или не слушать, это, как всегда, ваш выбор. Единственное, что помните, что ваши мысли, эмоции и действия сегодня создают и притягивают к вам все, что будет происходить с вами завтра, включая людей. Даже если в вашем окружении есть люди, с которыми не совсем складываются отношения, как вы хотите, помните, притянули их вы своими мыслями и своим отношением к кому-то или к чему-то. Вот такой, можно сказать, закон притяжения Вселенной. Мы притягиваем то, о чем мы думаем, и на то, на чем мы концентрируемся. Может быть, не с точностью до события, но если вы проанализируете, вы поймете, что все, что происходит, действительно тем или иным образом притянули вы сами. Даже, может быть, сами того не хотя, но концентрируясь на чем-то. Сегодня мы посмотрим, что же или кто влияет на обстоятельства, на то, что происходит с вами. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно же, обязательно улыбнитесь. Вы же знаете, улыбка улучшает жизнь. Чем больше мы улыбаемся, тем больше причин для улыбок мы получаем от Вселенной. Ну что, надеюсь, вы готовы? Давайте смотреть. Вы знаете, на сегодняшний день больше в ситуации, которая волнует вас, неизвестных, чем известных. Насколько я понимаю, сегодня еще не время для разрешения той ситуации, о которой многие из вас подумали. Слишком мало информации, слишком мало вы занимались именно этой ситуацией. При всем при том, я же вам сказала, подумайте извините, я, наверное, не сказала, но карты показывают самые яркие ситуации, которые действительно должны волновать вас. И вот на сегодняшний день на обстоятельства, на ситуацию влияет именно то, что вы хотите очень много знать и сразу, а вот не получается. Для некоторых знаний еще не время. Вот насколько я вижу по этой карте, соответственно, значит, надо еще чему-то научиться для того, чтобы действительно повлиять на обстоятельства таким образом, чтобы они шли в вашу пользу. Поэтому на сегодняшний день первое, что показывают мне карты на обстоятельства, влияет неизвестность. Неизвестность и неимение ответов на очень многие вопросы. Давайте посмотрим, что же еще влияет на обстоятельства. А тут еще я хочу вам сказать, что есть женщина, эта женщина, я не могу ее описать, потому что это императрица, но это значит, что женщина, которая имеет определенное влияние, женщина, которая на очень высоком уровне, это может быть хозяйка компании, это может быть менеджер, это может быть банковский работник. Все же зависит от того, какие обстоятельства, какие ситуации волнуют вас. Особенно если вас волнуют какие-то ситуации, связанные с работой, именно с работой, или я очень ярко еще вижу получение кредитов, подписание договоров. Вот именно от этой женщины зависит очень многое. Точно так же, если мы уже смотрим на первую карту, от этой женщины зависит получение нужной вам информации.
И, соответственно, насколько я понимаю, она и влияет на обстоятельства тем, что для того, чтобы вы получили ту информацию или то, что вам нужно, она, в свою очередь, ждет какой-то информации от вас. И таким образом она влияет на обстоятельства. Ведь смотрите, если говорить об кредитах или судах, то для того, чтобы получить кредит или суду, вы должны предоставить определенную документацию, которую рассмотрят и, соответственно, дадут вам ответ. Так вот, насколько понимаю, это я просто рассказала, это как пример, один из примеров. Поэтому вот здесь я могу сказать, что вижу, что она от вас ждет какую-то информацию, а вы, в свою очередь, ищете эту информацию. Вот так как-то идет линия расклада. Ну и давайте посмотрим еще, что же может влиять на обстоятельства. Вот тут я действительно могу сказать вам, что у многих из вас есть задачи, связанные с финансами. У вас есть какие-то волнения, какое-то несоответствие вашего финансового положения с тем, чего бы вы хотели видеть вокруг себя финансово. Вот тут я увидела именно тему того, и действительно могу сейчас еще и подтвердить, что вот эта женщина именно связана с финансами, о которых вы переживаете. Это может быть, я же говорю, это могут быть суды, это могут быть договора, это может быть и хозяин компании, хозяйка компании, в которой вы работаете, и вы пытаетесь изменить, подняться в должности, получить продвижение. Но вот тут я точно могу сказать, вам не хватает каких-то знаний для того, чтобы действительно вы могли получить какую-то должность, какое-то продвижение и какое-то улучшение, даже если у вас свой бизнес. Если у вас свой бизнес, точно могу сказать, что эта женщина идет в помощь вам для изучения чего-то и продвижения дальше. На сегодняшний день все у вас на уровне поиска. И вот именно то, что, опять же, то, с чего я начинала, к этому я и возвращаюсь, неимение какой-то информации, неимение каких-то знаний и влияет на обстоятельства. А вот все, что я рассказала дальше, это, да, влияет на обстоятельства, но это уже ключ к решению, это уже ключ к улучшению и изменению обстоятельств в вашу пользу.